Приветствую зрителей моего канала, тех людей, которые выбирают телевизор, и вам попалось это видео. В общем, даже те люди, которые купили телевизор и продолжают следить за новостями телевизоров, это видео вам также будет полезно. В этом видео я собрал только те модели, которые могу рекомендовать к покупке. Если вы хотите узнать о всех моделях, которые представили LG, Samsung и Sony в этом году, у меня на канале уже есть 3 таких видео про каждый бренд. На слайдах вы увидите много технических характеристик. Я понимаю, что некоторым они могут показаться непонятными. Поэтому, если вы хотите разобраться, что означают такие термины, как Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, мерцание шин и так далее, у меня есть отдельное видео, как выбрать телевизор, где я собрал ответы на все самые популярные вопросы, которые мне задают. Я делаю ролики про европейские модели телевизоров. Стараюсь все вам рассказывать, проговаривать, но опять же при таком большом потоке информации невозможно не сделать ошибки, потому что все видео, большинство из них у меня длительностью около часа, и вы сами должны понимать, что возможно где-то я могу допускать ошибку. Еще я подготовил большую сравнительную таблицу про каждый бренд. Samsung, LG, Sony. Эти таблицы вы могли видеть в моих прошлых видео. Тут я их объединю и напомню, что все эти таблицы можно скачать в хорошем качестве у меня в телеграм-канале. Оно отлично подойдет как шпаргалка перед походом в магазин. В Telegram также я провожу регулярно прямые эфиры, отвечаю там на ваши вопросы. Если вы живете в Украине и хотите купить телевизор, можете обращаться ко мне. Все телевизоры новые, с гарантией, проверяются перед отправкой. Доставка прямо к вам домой, без необходимости ехать на новую почту. Мои контакты и все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео. Также в комментариях я хотел бы вас попросить написать ваше мнение вообще о этом видео, о том, какой телевизор вам понравился, какой не понравился вообще. Может быть, вы уже купили новый телевизор, напишите, какой телевизор вы купили и почему, потому что это очень сильно помогает другим людям сделать свой выбор, так как в интернете очень много проплаченных обзоров, неправдивых обзоров, но если вы почитаете комментарии под моими видео, там где я отвечаю на каждый комментарий, и там общаются люди, очень хорошее такое комьюнити у нас образовывается даже в комментариях. Я не добавил сюда бюджетные телевизоры, на слайдах я вам покажу, почему их нельзя рассматривать к покупке, там слабая яркость, отсутствие нормального HDR, проблемы с черным цветом, засветы, плохое антибликовое покрытие, отсутствие детализации в темных ценах и остальные недостатки. Я не добавил в это видео также и часть дорогих моделей, включая некоторые 8К и некоторые OLED телевизоры. Я подготовил 2 слайда, на которых я вам расскажу, какие телевизоры я не добавил в это видео и почему, и какие телевизоры вы увидите в этом ролике, и какие сильные стороны у этих моделей есть. В этом видео не будет телевизоров Philips. Я не продаю их с 2016 года выпуска, не рекомендую и не делаю на них обзоры. Бренд очень сильно испортился. Подробно я объяснил это в ролике, как выбрать телевизор. Там даже есть отдельный тайм-код, который называется «Почему не рекомендую Philips». Теперь про китайские бренды TCL, Hisense и другие. Меня часто просят сделать по ним отдельное видео, я готов это сделать. Но делать обзор без реального опыта, просто пересказывать чужие обзоры, смысла я не вижу. Samsung, LG и Sony я продаю, получаю отзывы, знаю слабые места, знаю, какие модели ломаются чаще всего. А с китайскими телевизорами у меня такого опыта нет. Я был бы только рад, если бы китайские телевизоры реально доросли до уровня топовых моделей Mini LED или OLED от LG, Samsung и Sony. Но пока этого нет. Я не избегаю обзоров на китайские телевизоры, и если бы Philips, TCL, Hisense и так далее, они были бы действительно качественными, я бы их продавал, как продавал Philips до того момента, пока они массово не начали ломаться. У меня нет привязанности к какому-то бренду. Если Samsung, Sony или LG делают какую-то печальную модель, то я об этом обязательно говорю. Те люди, которые подписаны на меня давно, уже знают, что у меня нет смысла какой-то бренд восхвалять до небес и рассказывать, что он лучше всех, а какой-то наоборот уничтожать. Я никогда не топлю за одну марку. Мое дело честно вам объяснить, какие телевизоры хорошие, а какие нет. Тем не менее, если вам нужен обзор китайских телевизоров в моем стиле, так как это делаю я, поддержите это видео лайком и комментарием. Это последнее видео в этом году, и если я увижу много реакций, то соберу для вас подробный материал про TCL, Hisense или другой бренд, который вы захотите. В этом видео только те телевизоры 2025-2026 года, которые действительно можно рекомендовать. Идеальных моделей все равно нет, у каждой есть свои нюансы, и обо всем этом я расскажу в этом видео. Перед вами первый слайд. Я не буду вам зачитывать все технические характеристики, которые вы тут видите. Если кому интересно, можете прочитать. А я вам расскажу о самом главном. Смотрите, тут у нас 4 модели. Это те телевизоры, которые я уже могу рекомендовать. Все, что ниже, там, например, QN70 Samsung, этот с боковой подсветкой. QNET 85, 86, 87 также. Sony Bravia 3, тоже я их, к сожалению, рекомендовать не могу. Я вам также покажу, почему, и вы, я надеюсь, меня тоже поймете. Смотрите.
Смотрите, в чем тут основная разница. Эти все 4 модели 120 Гц, все они на панели VA. Вы можете видеть отличия по яркости, как HDR, так и SDR. Все эти 4 телевизора на мини-LED подсветке. Есть разница в количестве зон локального затемнения. Тут у всех 4 моделей есть поддержка Dolby Atmos. Не у каждой модели есть сабвуфер. Не у каждой модели, опять же, есть DTS. Он есть только в Sony, потому что LG в этом году решили убрать у своих телевизоров поддержку DTS, а Samsung поддержку DTS убрал уже очень давно. Основное отличие также тут по Smart TV. У Samsung это операционная система Tizen, у LG WebOS, а у Sony Android, Google TV. Samsung уже давным-давно отказался от поддержки формата Dolby Vision, и они продвигают из года в год формат HDR10+. LG и Sony наоборот, они не поддерживают формат HDR10+, но зато у них есть поддержка HDR10 и Dolby Vision. Теперь я вам расскажу про положительные и негативные стороны каждого из этих телевизоров, сделаю такой небольшой вывод и будем переходить к следующему слайду. Какие преимущества у телевизора Samsung QN80F? Очень хорошая точность цвета, особенно в HDR. Высокая пиковая яркость в SDR, телевизор хорошо показывает себя в ярком освещении. Нормальный апскейлинг низкокачественного контента, не хороший, не отличный, не классный, а именно нормальный, потому что все-таки в этом плане лучшие на рынке это Sony и Panasonic. А Samsung, как я всегда рассказывал, эти телевизоры больше всего любят именно качественный контент. Конечно, вы можете на Samsung смотреть и очень какие-то старые фильмы в плохом качестве, но тем не менее апскейлинг работает плохо. Недостатки этого телевизора. Пиковая яркость HDR ограничена. Ярких вспышек вам может не хватать. Проблемы с равномерностью экрана у этого телевизора также есть и более темные зоны по краям. Samsung, как я уже рассказывал, не поддерживает Dolby Vision. Есть поддержка HDR10, HLG и HDR10+. Опять же, это не минус. Люди делятся на два типа. Те, которые любят больше HDR10+, и те, которые любят Dolby Vision. Вот и все. С некоторых углов цвета теряют насыщенность. Это нормально, потому что тут телевизор на VA-панели, и это относится ко всем 4 телевизорам, которые я вам показывал на слайде. Также у этого телевизора не очень хорошее антибликовое покрытие. Это нужно учитывать. Я вам покажу сравнение, фотографии, вы поймете, о чем я вам рассказываю, как этот телевизор в сравнении с конкурентами. В темных ценах есть ореолы и неравномерность подсветки. Да, это, конечно, мини-LED телевизор, но это не премиум сегмент, это не OLED телевизор. Это нормальный уровень черного цвета, но тем не менее хотелось бы получше. Но получше это значит дороже. В HDR яркие детали на темном фоне страдают от ореолов и мерцания яркости. Локальное затемнение агрессивное, то есть телевизор хочет сохранить уровень черного цвета, и из-за этого детали просто-напросто затемняются. И также у этого телевизора несбалансированный баланс белого в SDR. Я вам покажу картинку, на которой сверху у нас телевизор QN80F из коробки до настройки. Вы видите, что у него немножко он уходит такой в розовый оттенок, а снизу уже тот результат, который вы можете добиться, если просто настроите баланс белого. Следующий телевизор это Samsung QN85F. Тут гораздо выше пиковая яркость и хороший контраст, очень плавные переходы цветов и тонов, бандинг здесь минимальный. Хороший апскейлинг низкокачественного контента, опять же не идеал, но Samsung из года в год все-таки в этом направлении делают шаги в правильную сторону. Недостатки Samsung QN85 это в темных сценах также могут быть проблемы с черным цветом и глубиной оттенков серого. Некоторые конкуренты они имеют более высокую пиковую яркость за ту же стоимость. На следующем слайде мы поговорим про преимущества и недостатки LG QNET 93, 92 либо 90. Опять же, про все эти мелочи, ножки, маркировки и так далее я пытаюсь тут также вам немножко рассказать, но вся подробная информация у меня есть в каждом обзоре про тот бренд, который вас интересует, чтобы я это видео не растягивал, как всегда, на 1,5-2 часа. Итак, в этом телевизоре LG точная картинка Filmmaker мод, либо в режиме кино, правильные цвета без лишней обработки. Заметный прогресс в этом году у LG получился по сравнению с моделью QNET 91. Они поработали над локальным затемнением, но, к сожалению, не доработали, потому что все равно глобальных таких сильных ощутимых изменений я лично не вижу. Здесь нормальный баланс белого в HDR, белый не уходит ни в какой розовый, либо зеленый. Здесь минимум грязного экрана в центре, этот телевизор хорошо подойдет для спорта или динамического контента. Также у этого телевизора, естественно, есть недостатки. Плохая работа локального затемнения. Провалы в тенях, детали теряются, появляются резкие перепады яркости. В темных сценах экран слишком затемняется. HDR на этом телевизоре не впечатляет. Отличий между динамическим и статическим HDR практически нет, хотя должно быть наоборот. В ярких режимах есть избыток синего в оттенках серого. Черный цвет тут не идеальный и тени теряют детали. В контенте SDR баланс белого сдвинут в более теплые тона. После настройки можно это все нормализовать. Ореолы и засветы в темноте очень заметны, особенно вокруг субтитров либо ярких объектов.
объектов. Антибликовое покрытие в этом телевизоре также не справляется, но я не зря поместил эти телевизоры на один слайд, потому что у них есть очень много общего, кроме того, что они на одинаковых панелях и примерно за одну и ту же стоимость. Картинка также у этого телевизора обладает не широким углом обзора, потому что это VA-панель, это нормально. Это не минус, это просто свойственно панелям VA. Естественно, IPS и OLED телевизоры обладают более широким углом обзора. Также я вам покажу видео, хотя изначально я хотел добавить в этот обзор LG QNED 85, 86 или 87, потому что он на IPS панели. Это был бы единственный такой вариант, который отличался от других телевизоров, потому что тут IPS, тут шире углы обзора. Но посмотрите на это видео. Те люди, которые смотрели мой обзор про LG, уже знают, что это за телевизор. Посмотрите, как LG сделали 8-ю почти топовую серию в этом году. Они туда засунули якобы Edge Mini LED подсветку, и вы просто, посмотрите. Это я сравниваю не LG QNED 85 с каким-то топовым OLED. Это я сравниваю с Sony Bravia 5. Это не подходит, это никак не стыкуется с ценой LG QNED в 8 серии, тем, как он себя показывает. Теперь переходим с вами к Bravia 5. Кому телевизор Bravia 5 не подойдет? Если вы ищете рекордную HDR яркость, если вы хотите смотреть Bravia 5 в светлой солнечной комнате, он вам не подойдет. Если вы хотите смотреть этот телевизор под углом больше, чем 45 градусов, этот телевизор вам не подойдет, потому что тут VA-панель и никаких дополнительных слоев, которые улучшают углы обзора, в этом телевизоре нет, как и в предыдущих трех на этом слайде. Это мини-LED, тут большое количество зон локального затемнения, но они, к сожалению, работают не так, как нам бы хотелось. Этот телевизор хорошо подойдет для просмотра с умеренным освещением, то есть вам нужна и не сильно солнечная комната, и не слишком темная. Почему не слишком темная? Потому что тут локальное затемнение работает не очень. Здесь хороший родной контраст, здесь открытая операционная система Google TV, отличный апскейлинг, опять же, это большой плюс телевизоров Sony, то что они очень классно обрабатывают изображение в принципе. И 98-я диагональ значительно ярче. Какие недостатки? У этого телевизора только 120 Гц и только на двух портах HDMI. Я уже об этом рассказывал, я считаю, что это несопоставимо. Вы делаете приставку и вы не можете сделать 4 порта HDMI 2.1 в своих телевизорах. Странно. Яркость у Bravia 5 могла быть выше за эту стоимость. Углы обзора здесь ниже среднего, как и на остальных телевизоров на нашем слайде. Антиблик в этом телевизоре такой же, то есть он не справляется так, как нам бы хотелось, хотя Bravia 5 опять же стоит из этих всех 4 телевизоров, он самый дорогой. В этом телевизоре меньше зон локального затемнения, чем у конкурентов. Есть засветы, цвета опять же искажаются под углом, и самый основной, как по мне, минус этого телевизора и всех остальных телевизоров Sony в целом — это завышена стоимость. Я думаю, я правильно сделал, когда решил не добавлять Sony Bravia 3 в это видео, которое называется «Лучшие телевизоры 2025 года». Но смотрите сравнение Bravia 3 и Sony A95L. Это топовый OLED от компании Sony. Отдавать там 800-1000 долларов за Sony Bravia 3, как по мне, так это вообще бред. Но в заключение я хотел бы подвести итог. Если вы ищете сбалансированный телевизор для смешанного использования игр и обычного контента, но вы не хотите переплачивать, я вам советую обратить внимание на Samsung QN80 и на Samsung QN85F. Тут 120 Гц, тут хорошая достойная яркость, есть поддержка видеоформатов. Да, конечно, нет Dolby Vision, но это небольшая потеря. Этот телевизор классно подойдет для игр, для качественного контента. Да, у него не очень классно с контентом низкого качества, но тем не менее этот телевизор за свои деньги очень хорошо себя показывает. Следующий, второй LG QNED 90 тоже HDR на хорошем уровне, но учитывая, что это топовая 9 серия в линейке LED-телевизоров LG в этом году, то показатели SDR очень слабые. В этом телевизоре, в отличие от Samsung, есть Dolby Vision, есть HDR10 и есть пульт Magic, кому это полезно. Это пульт указка. Он идеальный, если у вас смешанный сценарий использования и есть особая любовь к бренду LG. Лично мое мнение, что переплачивать смысла нет. Я вижу это и сам, и вижу, что люди даже не спрашивают этот телевизор, потому что еще 100-200 долларов, и можно себе позволить уже либо LG C5, например, либо LG B5, либо другой телевизор от Samsung, тот же S90. Поэтому тут немножко завышена цена. Также и как для 9 серии, то он, можно сказать, что очень неудачный. И третий телевизор Sony XR50. Здесь есть поддержка Dolby Vision, HDR10. Здесь на борту у нас Android TV, открытая операционная система. Sony отлично справляется с любым контентом, будь то какой-то качественный фильм, будь то какой-то низкокачественный контент. Также есть минус у этого телевизора, что лучше выбирать этот телевизор Sony XR50 для комнат без яркого освещения. Минус также это то, что он дороже конкурентов, и
и рассматривать этот телевизор можно только тем людям, которые, ну, очень сильно любят бренд и они любят качественную обработку. Потому что, честно говоря, за 1400-1500 долларов за 55 диагональ я лучше бы рассмотрел тот же Samsung S90, либо LG C5, либо даже еще подкопил и взял G5, а вообще за эти деньги я никому не советую покупать за 1500 55-ку, потому что уже за 1900, за 1800, за 2000 долларов можно купить очень классную 65-ку, потому что сейчас, к сожалению, может быть, к счастью, 55-е диагонали вообще не популярны. Их берут крайне-крайне редко. Ну, по крайней мере, это моя статистика. Чаще всего продаются 77-е диагонали телевизоров, чем даже 65-е. Общие такие моменты для всех четырех моделей. Антибликовое покрытие у всех четырех телевизоров слабое. Это важно учитывать при ярком освещении. И также локальное затемнение работает не идеально. В общем, если вы хотите выбрать недорогой и сбалансированный телевизор, я бы вам рекомендовал Samsung QN80 либо QN85. Также вот в эту строчечку я бы добавил несколько китайских телевизоров, китайских брендов. Вот это касается только про вот этот сегмент недорогой и сбалансированный, потому что, к сожалению, из более премиальных телевизоров я вам не рекомендовал бы покупать или смотреть в сторону китайских брендов. Если вы хотите Dolby Vision, пульт-указку, вы фанат бренда LG, можете рассмотреть QNET 90. Но опять же, я не вижу никакого смысла отдавать за этот телевизор там 1100-1200 долларов, когда за 1300-1500 уже можно купить B5, C5. То есть этот телевизор подойдет только фанатам LG, которые не хотят Sony, не хотят Samsung и не хотят OLED от LG. Вот тогда можете рассмотреть этот вариант, но опять же тут беда с локальным затемнением. И третий у нас телевизор это Sony. Опять же, если вы фанат этой марки, если вам нужна крутая обработка, но если вы готовы мириться, что у вас будут тут засветы и у вас будет тут не слишком высокая яркость, и вы готовы заплатить за этот телевизор немаленькую стоимость, тогда можете этот телевизор рассмотреть, но я вам советую рассмотреть телевизоры, которые будут на следующих слайдах. Перед вами следующий слайд. Здесь у нас 3 телевизора, один Samsung и 2 телевизора Sony. Samsung QN90F также может называться QN91 до QN94. Ну а Sony Bravia 7 еще называется XR70, Sony Bravia 9 это XR90. Почему именно такое расположение, почему именно такие телевизоры? Смотрите, Sony Bravia 7 значительно лучше, чем телевизоры, которые были на прошлом слайде. Samsung QN90F также лучше, чем QN80 либо QN85F с прошлого слайда. А после QN90F уже идут только OLED телевизоры Samsung и 8К телевизоры, которые тоже LED. Их нецелесообразно было бы сравнивать с Bravia 7 и Bravia 9. А Sony Bravia 9 на этом слайде, потому что ее нельзя сравнивать с OLED конкурентами от LG либо Samsung, либо сравнивать с предыдущими моделями, которые мы видели с вами на прошлом слайде. Поэтому Sony Bravia 9 тоже тут. LG на этом слайде нет, потому что лучший мини-LED от компании LG я показал на прошлом слайде. Он вообще никак не конкурирует с QN90, с Bravia 7 и Bravia 9. Он по характеристикам конкурирует как раз таки с теми телевизорами, которые я показал на прошлом слайде. Я вам расскажу про основные отличия, все основные характеристики вы можете прочитать. Смотрите, тут у нас вообще полный набор. Samsung у нас QN90 с матовым покрытием дисплея, Sony Bravia 7 полуглянцевая, Sony Bravia 9 это глянцевая. Все три модели новее панели 8 бит плюс FRC 120 Гц. Яркость HDR примерно на одном уровне у всех трех телевизоров, но XR90 очень сильно вырывается вперед по яркости HDR, там она вообще сумасшедшая. Подсветка и локальное затемнение также тут у нас одинаково, все три телевизора на мини-LED подсветке, но есть отличия в количестве зон локального затемнения. По звуку вы можете видеть разная мощность, и сабвуфер есть у Samsung QN90 и у Sony XR90, а сабвуфера нет на телевизоре Sony Bravia 7. Dolby Atmos поддержка есть у всех трех телевизоров, есть конечно же отличия по Smart TV, у Sony это Google TV Android, а у Samsung это закрытая операционная система Tizen. Опять же, кто хочет разобраться во всех этих Dolby Vision, HDR10, Tizen, WebOS и так далее, у меня есть видео на канале, которое называется «Как выбрать телевизор». Я напоминаю, оно очень полезное и поможет вам разобраться при выборе телевизора. Также тут есть отличие, что Samsung поддерживает HDR10+, но у Samsung нет поддержки Dolby Vision, а Sony поддерживает Dolby Vision, но не имеет поддержки HDR10+. Преимущество Samsung QN90F – это отличное управление подсветкой благодаря
благодаря тому, что это мини-LED телевизор и тут большая локальная регулировка. У QN90F процессор такой же, как у топового телевизора OLED от компании Samsung в этом году, который называется S95F. То есть по железу тут все хорошо. У этого телевизора матовое покрытие дисплея. Хорошо отрабатывает в ярко освещенных комнатах, но у этого покрытия также есть недостатки, о которых я вам расскажу попозже. Здесь также очень высокая пиковая яркость экрана, как в SDR, так и в HDR. Недостатки Samsung QN90F — это нет поддержки Dolby Vision, опять же, кому-то это важно, кому-то нет. Некоторые предустановленные режимы требуют ручной настройки калибровки для оптимального изображения. По поводу матового антибликового покрытия есть тоже две стороны медали. Оно очень сильно влияет на насыщенность цветов и контраст. У этого телевизора достаточно высокая цена по сравнению с OLED-телевизорами или конкурентами на mini-LED. Опять же, когда меня спрашивают, что купить QN90 либо S90 Samsung, я не знаю, при каких случаях вам нужно покупать QN90. Стоимость одинаковая. QN90 — это обычный телевизор mini-LED на VA-матрице, либо OLED S90. И теперь я вам расскажу про преимущества телевизора Sony Bravia 7, либо он еще может называться XR70. У этого телевизора высокая яркость и контраст. Bravia 7 отлично удерживает баланс между светлыми и темными сценами, сохраняет при этом глубокий черный цвет и аккуратно разделяет свет. В ярких сценах HDR на этом телевизоре выглядит прекрасно. В маленьких точечных бликах яркость иногда падает, но это не критично. Также, так как у этого телевизора есть Dolby Vision, телевизор классно показывает себя в этом формате. А вот HDR10 иногда слишком яркий. Некачественный контент обрабатывается очень хорошо, градиенты плавные, чистые цвета и замечательный апскейлинг. Опять же, это Sony, вопросов к этому нет. Также у этого телевизора отличная цифровая обработка, цветопередача и работа локального затемнения. Также у этого телевизора есть и недостатки. Нет покрытия, которое расширяло бы углы обзора по этой стоимости. В сложных эпизодах заметны артефакты. Есть небольшие ореолы вокруг мелких ярких объектов, либо логотипов, либо каких-то субтитров и потеря их яркости. Но в целом алгоритм локального затемнения работает нормально. Опять же, тут панель VA, и при просмотре свыше 45 градусов картинка будет искажаться и блекнуть. Это нужно учитывать, когда вы выбираете телевизор. Слабоватое антибликовое покрытие. Здесь неправильный баланс белого как в HD, так и в 4К HDR контенте. До настройки есть избыток красного и розоватые оттенки, особенно в белых сценах. Я вам сейчас все это покажу. После настройки баланс белого ровный и отклонения минимальные. Теперь я вам расскажу про преимущества телевизора Sony Bravia 9 и про его недостатки. У этого телевизора невероятная яркость HDR, здесь очень широкий цветовой охват. Dolby Vision и HDR10 работают на этом телевизоре прекрасно, все на месте, никто никуда не прыгает, никакой ни засвет, ни пересвет, яркость не меняется, детали никуда не съедаются, все хорошо. Здесь очень хорошая цветопередача после того, как вы его еще донастроите, открытая операционная система Google TV, и здесь хорошие, как для VA-панели, углы обзора. Недостатки этого телевизора, опять же, только два порта HDMI 2.1. Здесь не очень хорошее антибликовое покрытие за эту стоимость. А я напомню, что стоимость Bravia 9, опять же, это мои цены на сегодняшний день, декабрь 2025 года. Это Sony Bravia 9 в 65 около $3000, в 75 около $4000 и в 85 около $5000. И за $5000 в 85 диагонали вы получаете не очень хорошее антибликовое покрытие за эту стоимость. Да, конечно, оно хорошее, но я считаю, и не только я так считаю, что за пятерку зелени, ребята, можно было бы поставить такое покрытие, что я не знаю, оно бы покрывало все покрытие. До настройки завышена гамма в SDR, есть небольшой зеленый оттенок в балансе белого, после настройки почти референсная точность и переходы, и цвета, все без отклонений, все хорошо. Ну и давайте подведем итог. Кому я рекомендую Samsung QN90F? Это для тех, кто не хочет переплачивать за Sony. Если вам нужен матовый дисплей, он вам подходит, именно матовый дисплей, и нравится цветопередача телевизоров Samsung. И также кому этот телевизор подойдет, если вам не важен Dolby Vision и вы не фанат телевизоров на OLED-панелях. Я таких людей знаю единицы. Кому подойдет Bravia 7? Это для тех людей, кому нужна открытая система Android TV, это для тех, кому нужна отличная цветопередача, именно вот как это делает Sony, кому нужен апскейлинг и киношная картинка. Вам нужно учитывать, что у Bravia 7 далеко не самый лучший антиблик. Также это хороший выбор для фанатов Sony, которые готовы платить за качество. Кому же подойдет Sony Bravia 9? Это топовый мини-LED, это нереальная яркость HDR, это для тех людей, которые готовы платить за лучший телевизор. Давайте сделаем вывод. Samsung QN90, если вам подходит матовое покрытие дисплея и вам нужен сбалансированный, не слишком дорогой топовый мини-LED телевизор с хорошей картинкой для игр, в том числе для просмотра качественного контента, то
вы можете рассмотреть QN90, он будет самый такой интересный по цене. Если вы готовы платить за Sony и вам нужна цветопередача киношность Sony, то рассмотрите Sony Bravia 7 и Sony Bravia 9. Конечно, если на все гроши, то тогда вы просто берете Sony Bravia 9 и кайфуете. Лично мое мнение, за эти же деньги я бы лучше рассмотрел OLED Samsung S90, S95F, если вы хотите матовый экран, LG C5, LG G5. Конечно, можно рассмотреть Sony Bravia 7 и Sony Bravia 9, но только в том случае, если вам по каким-то причинам не подходит OLED-телевизор. Только так. Вопросов у меня к этим телевизорам нет. Только они очень дорогие. Показывают шикарно, но цена, ну, вообще ни в какие ворота. Перед вами третий слайд, и тут у нас 5 телевизоров. Я подготовил для вас такую подборку. Тут у нас 2 Samsung, 2 LG и 1 телевизор Sony. Это все 5 моделей, все это телевизоры OLED. Но нужно учитывать, что тут у Samsung S85 и у Samsung S90 есть лотерея в панелях. 42, 48 и 83 дюйма это 100% WOLED. А вот 55, 65 и 77 дюймов вам может попасться как QD-OLED, так и WOLED. LG B5 и C5 там панель только WOLED, C5 ярче за счет программных улучшений. Sony XR80 у нас с панелью WOLED от компании LG, но это не просто так взяли они ее и поставили в Sony, а естественно доработали и модернизировали, так сказать. Все модели 10 бит, все модели 120 Гц. По яркости вы можете видеть, что S85F, так как это бюджетный, можно сказать, начальный OLED от компании Samsung, он похож по яркости, как и бюджетный начальный OLED от компании LG, который называется B5. Они между собой конкурируют. А S90 и C5 также похожи по яркости, они вечно воюют между собой. Ну и XR80, он так в сторонке, он и не туда, и не сюда, хотя по цене он самый крутой, можно сказать, из этой всей компании. По звуку вы можете видеть отличие, что в бюджетных B5 и S85, сразу извиняюсь, если кого-то зацепило слово бюджетный, я понимаю, что телевизоры тоже не дешевые, но в данном случае они выглядят именно так. Вот начальные эти S85F и B5 там нет сабвуфера, по звуку в принципе там все нормально, а уже остальных S90, C5 и XR80 все со звуком более-менее хорошо. Dolby Atmos есть у всех моделей на этом слайде. По Smart TV, так же как и на прошлых слайдах, есть отличие в том, что у Samsung это Tizen, у LG это WebOS и у Sony это Android Google TV. По поддержке HDR у нас также ничего не меняется. Samsung поддерживает HDR10, HDR10+, но не поддерживает Dolby Vision. А телевизоры Sony и LG у нас поддерживают Dolby Vision, но не поддерживают HDR10+. Теперь давайте поговорим о преимуществах Samsung S85F. Здесь отличный черный контраст, белый и серый цвет выглядит естественно. Цветопередача после настройки точная. Движение без смазываний, плавность на хорошем уровне. Гамма также настроена лучше, чем у того же его предшественника S85D. Недостатки этого телевизора: он не такой яркий, как серия S90 и S95F. У версии с WOLED хуже однородность серого. Агрессивное шумоподавление у этого телевизора, поэтому эту настройку лучше держать в режиме стандарт. Заводская картинка теплая, есть избыток красного, но после коррекции баланса белого цветопередача будет точная. Этот телевизор не рассчитан на ярко освещенные помещения, потому что яркость у этого телевизора слабенькая, антиблик также слабенький, поэтому лучше его размещать где-то в спальнях, в детских и в комнатах, где очень мало света. Теперь мы поговорим про преимущества Samsung S90F. HDR-контент раскрывает свой потенциал в динамичных сценах. В Filmmaker Mode картинка естественная, без искусственных акцентов. Процессор, он отрабатывает движение очень хорошо. Панорамы, быстрые сцены, плавные, пусть они, конечно, не на уровне Sony или Panasonic, но все равно уже стало лучше у Samsung с этим делом. Недостатки Samsung S90F в том, что есть ошибка в HDR, завышается яркость, и это делает некоторые эффекты слишком интенсивными и яркими. Также у этого телевизора баланс белого немного страдает, есть избыток желтого, недостаток синего, из-за чего сцены выглядят теплыми, но после настройки все будет в норме. В темных сценах заметны искажения тональных переходов, поэтому у нас есть потеря плавности и натуральности. Теперь у нас преимущество LG B5. Это идеальный черный контраст, естественно, это OLED-телевизор, тут все будет хорошо. Очень естественная цветопередача. Я всегда говорил, что вот по картинке LG по натуральности, по естественности находится вот между Sony и Samsung. Что Samsung, он более такой для любителей яркой, насыщенной, классной картинки, а вот LG это что-то
что-то посередине. Также у этого телевизора много деталей в тенях, никуда они не пропадают, все хорошо. Яркость не проседает, как у LG C5, это большой плюс. У этого телевизора также есть недостатки. Невысокая яркость HDR, она меньше, чем в серии C5. В SDR этот телевизор может скрывать темные детали. Это лечится настройкой черного цвета, все это поправимо. Из коробки баланс белого немного неточный, есть небольшой недостаток синего, который может сделать его слегка желтоватым. Также на B5 экран очень отражающий, он плохо ведет себя при сильном внешнем освещении. Samsung S85F немного ярче в SDR, чем B5, и он заметно более красочный, чем B5. Антиблик также лучше у Samsung S85, а у LG B5 лучше точность калибровки SDR HDR из коробки и гораздо лучше работает сглаживание низкокачественного контента. Теперь мы переходим к LG OLED C5. У него есть такая проблема, что независимо от настройки, если контрастность не меняется в течение нескольких минут, то C5 автоматически снижает яркость. Это непонятно. Я надеюсь, что это пофиксят с обновлением. На B5 такого нет, на G5 такого нет, а вот тут они как-то что-то учудили. Из коробки хорошая точность SDR, баланс белого нормальный, но в большинстве оттенков серого слишком много красного. Гамма немножко неправильно, из коробки большинство сцен будут слишком мрачные. Вы можете купить телевизор C51, а можете купить телевизор C59, C55 и так далее. Рассказываю еще раз, хотя уже рассказывал. Не имеет никакого значения, как называется полностью этот телевизор. C5, либо C51, либо C59, либо C53 и так далее. Если вам скажут в магазине, что C59 это вот для Швейцарии, для Австрии, для Германии, тут вообще балдеют, все люди живут, наслаждаются, потому что C59 у них, а C51 это якобы для каких-то бедных стран, то можете слать этого продавца куда подальше, потому что разницы технически нет вообще. Если кто хочет подробно на эту тему узнать побольше информации, откройте мое видео обзор всех телевизоров LG 2025 года, там посмотрите. Значит, что по преимуществам LG C5? Уровень черного, контраст, объем цвета, однородность серого, все класс. Хорошая заводская калибровка, отличный апскейлинг и детализация в тенях. Также HDR, SDR точность, Filmmaker мод здесь на уровне топовых телевизоров. Что по недостаткам? Здесь панель OLED EX, WOLED, то есть не новая, не тандем, которая установлена в LG G5. И их можно понять. Ребята, если бы в C5 поставили тоже панель, как в LG G5, то никто бы G5 не покупал. Вы должны это понимать. В SDR также иногда он теряет детали в тенях, но нужно поднять уровень черного цвета в настройках с 50 на 58, и все будет хорошо. Следующий телевизор у нас это Sony XR80. Bravia 8 можно его еще назвать. И также в 2025 году Sony выпустила модель, которая называется Sony Bravia 8A. Она полностью называется Sony XR8A2. Bravia 8 и Bravia 8A2 это абсолютно одинаковый телевизор. Я не знаю, зачем они сделали такую вторую модель. Вот вообще не понимаю. Запомните только одно, что это не новый Bravia 8 второго поколения, это Sony XR80, который уже как бы не первый год у нас на рынке. В сложных сценах HDR телевизор показывает хорошую работу тонмаппинга. Здесь корректное отделение света и теней, здесь высокая детализация кожи, здесь все детали сохраняются. Это Sony, и у меня никогда к ним вопросов по картинке не было. Ну, по крайней мере, если мы говорим про небюджетный телевизор. Разница по метаданным здесь существенная. В HDR10 есть пересвет и потеря деталей, а в Dolby Vision тут все замечательно, очень классно он себя показывает и ничего у нас тут не теряется. Если мы сравним телевизоры Sony в плане апскейла, обработки такого контента и телевизоры LG и Samsung, то вы заметите очень большую разницу. Я вам еще сегодня покажу очень много интересных слайдов, картинках. Не просто вам тут текста накидал, а еще и картинки покажу. Также, смотрите, преимущества Sony Bravia 8 первого поколения. Идеальные темные сцены, высокий уровень детализации в светлых участках. Опять же, здесь 120 Гц, отличная плавность, никаких шлейфов, спорт и экшен сцены будут выглядеть чисто. Недостатки у этого телевизора, конечно же, есть. Здесь слабый показатель SDR яркости, то есть этот телевизор недостаточно имеет яркости, чтобы размещать его в каких-то ярких солнечных комнатах. Это нужно учитывать, это очень важно, потому что вы испортите себе впечатление от просмотра. Здесь только два порта HDMI 2.1 и баланс белого из коробки, он холодный, но это все настраивается. Я вам покажу картинку, где у нас тут, как всегда, сравнение работы локального затемнения, хотя это OLED-телевизор, тут это в принципе все классно, и сравнение как раз-таки работы антиблика. Вот посмотрите и обратите свое внимание, как слишком сильно тут выделяется LG C5.
Это вот прям очень зеркальный телевизор, но если у вас напротив телевизора не будет ничего подобного, никаких лампочек, ничего в этом роде, тогда можете спокойно его покупать, потому что сильные стороны у этого телевизора тоже есть. Теперь давайте подведем итог. Samsung S85F и LG B5. Яркость примерно одинаковая. Тут по звуку тоже плюс-минус все одно и то же. Сабвуфера нет ни там, ни там. Smart TV тут разный, Tizen и VBS. HDR форматы также разные. Вы должны для себя понять разницу, что такое HDR10+, и что такое Dolby Vision. От этого уже отталкиваться. Также это два телевизора, они классно подойдут для спальни, детской комнаты, либо для комнаты, где не совсем яркое освещение. Это важно, потому что в связке с плохим антибликом тут еще и не слишком высокая яркость. Теперь у нас Samsung S90 и LG C5. Яркость S90 и C5 примерно одинаковая. S90 намного ярче в игровом режиме, это важно понимать. Но в SDR C5 намного ярче. Поэтому, если вы не играете, вам важен контент SDR, тогда рассмотрите C5. Сабвуфер есть и у S90, и у C5. Опять же, по HDR у нас у Samsung нет поддержки Dolby Vision, но есть поддержка HDR10+, а у LG нет поддержки HDR10+, зато есть поддержка Dolby Vision. Они оба классно подходят для игр, но у LG C5 есть поддержка Dolby Vision, поэтому это дает преимущество для тех людей, которые играют на Xbox. Если вы хотите яркие динамичные сцены, то S90 он выигрывает по глубине и по насыщенности цветов. Опять же, выигрывает, но немножко. В целом, я рекомендовал бы и C5, и S90, но в большинстве случаев у людей есть какие-то источники света, которые мешают просмотру. Если у вас реально классная темная комната, либо просто ничего не будет попадать в отражение телевизора, берите C5, у него есть Dolby Vision, и в целом телевизор классный. Что у нас тут по Соньке? Сонька это самый тоже, опять же, дорогой телевизор на этом слайде, потому что у нас тут overprice, отличная цветопередача и обработка, тут нечего тут как бы скрывать, у Sony с этим делом все хорошо. Яркость, конечно же, ниже, чем у S90 или у C5. У этого телевизора Android TV, и вы установите на него все, что только захотите. Главное уметь это делать. Это отличный телевизор для кино, но яркость гораздо хуже, чем у топовых Samsung и LG. Какой общий вывод? Если вы хотите смотреть кино, играть очень часто, если вы хотите получить максимум цвета и яркости, отличный антиблик и вас не смущает отсутствие Dolby Vision, тогда берите Samsung S90F. Если же вы хотите баланс яркости, цены, функций и вам он нужен для также Xbox либо PlayStation, особенно Xbox, то берите LG C5, но учитывайте, какой там антиблик. Если вы хотите лучший телевизор в апскейлинге, в движении и получить самую киношную картинку и при этом Android, берите Sony XR80, но учитывайте, что он гораздо дороже. Также S85 и B5. Это Samsung и LG. Отличные варианты OLED подешевле, подходят только для комнат с умеренным освещением. Я надеюсь, что я объяснил более чем подробно. Перед вами последний, четвертый слайд, и здесь я собрал самые топовые модели от каждого бренда. Это Samsung S95F, это LG G5, это Sony Bravia 8 второго поколения новая модель и Sony A95L. Отличия здесь есть по покрытию дисплея. В Samsung S95 это матовое покрытие, а в LG G5, Sony XR80 и Sony A95L это глянец. Samsung S95F у нас на QD OLED панели, это топовая разработка Samsung 55, 65, 77 дюймов, а вот 83 на панели от компании LG W OLED. Также в этом телевизоре есть выносной блок One Connect. LG G5 у нас в этом году получил новую OLED-панель Tandem RGB, но устанавливается новая панель только на модели от 55 до 83 диагонали. На 48 и на 97 диагонали используется трехслойная W OLED-панель, которая также устанавливается в модель C5. Также напомню, кто не знает, у LG G5 есть варианты по поставке. Есть телевизор с ножкой в комплекте, есть телевизор с креплением в комплекте. Более подробно я рассказывал об этом в своем полном видео на всю линейку о телевизорах LG 2025. Следующий телевизор это Sony XR80 второго поколения. Матрица здесь QD OLED, доработанная версия панели от Samsung. Диагонали всего лишь две, 55 и 65. Очень многие люди расстроились, потому что хотели 77, 83 дюйма, но в этом году нам компания Sony показала только такие размеры 55 и 65. Также в этом втором поколении Bravia 8 улучшили теплоотвод и цветопередача. Естественно, поменялось, потому что здесь уже не WOLED, а QD OLED. И
Четвертый телевизор на нашем слайде это также Sony, называется он A95L, это модель 2023 года выпуска, которая выпускается до сих пор, но раньше она была в трех вариантах, это 55, 65 и 77 дюймов, то в этом году, так как Sony выпустили XR80 второго поколения, A95L теперь изготавливается только в 77 размере. Выбор диагонали конкретно касаемо OLED телевизоров у Sony в этом году ограничен. Если вы хотите 55 или 65 дюймов, то топовый вариант это Sony XR80 второго поколения, либо он еще называется XR8M2. Если вам нужен 77 или 83 дюйма, то тогда у вас несколько вариантов, либо покупать 77 A95L, либо ждать то, что покажут Sony в 2026 году. Напоминаю, что линейки телевизоров всегда обновляются весной, это будет апрель-май месяц. По яркости, самый яркий из этих телевизоров LG G5, потом идет S95F, затем XR80 второго поколения и Sony A95L. Теперь давайте поговорим о преимуществах Samsung S95F. 55-77 диагональ это QD OLED новый четвертого поколения, 83 диагональ это WOLED. QD OLED он обеспечивает более широкий цветовой охват и насыщенный HDR цвета без белого субпикселя. Красные и синие цвета гораздо ярче, чем на телевизорах WOLED. Есть у этого телевизора также и недостатки. Масштабирование 1080, конечно, хуже, чем у Sony или Panasonic. Samsung не разделяет настройку сглаживания градиентов и шумоподавления. Это очень важно. То есть вы не сможете настроить отдельно сглаживание и шумоподавление. Игровой режим S95F рассчитан на минимальный input lag и высокую яркость. Вот послушайте, это очень важно. Но при этом алгоритмы обработки цвета они будут упрощены и точность цветопередачи будет падать. Вы можете отключить игровой режим и выбрать сторону лучшей цветопередачи, но тогда будет потеря 30% пиковой яркости и выше задержка. Пиковая яркость в этом телевизоре нестабильна. В HDR он иногда переэкспонирует и теряются детали в тенях. Высокая яркость делает белые субтитры слишком яркими в некоторых приложениях. При включении уплавнялки изображение становится слишком мягким, мыльным, теряется зернистость пленки, которая как раз таки добавляет реалистичности изображению. Теперь давайте поговорим о преимуществах телевизора LG G5. По пиковой яркости он обходит Samsung S95F, Sony A95L, Sony Bravia 8 второго поколения. Он лучше в этом плане. Здесь эталонный черный цвет, высокий контраст, шикарный объем цвета. Тут очень все хорошо. Отличная цветопередача, более естественные цвета, меньше синевы в белом и улучшена цветовая гамма. Здесь очень низкий ABL, высокая яркость на полный экран. Отличная однородность панели, естественные цвета и углы обзора. Здесь очень точная заводская калибровка, SDR, HDR и фильмейкер режиме. Отличный апскейл, обработка движения без артефактов. Также здесь улучшенное рассеивание тепла и радиатор вместо графита у Samsung. Недостатки этого телевизора: здесь нет поддержки DTS. LG в этом году почему-то решили убрать поддержку DTS в своих телевизорах. Пастеризация в HDR и темных сценах на этом телевизоре, к сожалению, есть. LG G5 по цветовой гамме приближается к QD OLED, но пока не догоняет Samsung по объему цвета. Потери деталей в тенях SDR и частично в HDR есть, но это все лечится настройками. Фильтр сглаживания на LG нельзя отключить. Обработка изображения иногда подчеркивает недостатки именно низкокачественного контента. Также динамическое отображение тонов иногда некорректно. Напомню, что у этой версии G5 есть несколько вариантов. Вы можете купить телевизор с подставкой, можете купить телевизор с настенным креплением. Опять же, я сейчас говорю о телевизорах европейских, которые также продаю я. У меня есть вариант, что вы купите либо с подставкой, либо с настенным креплением. Я вам все распишу, кому нужна подставка, вот название подставки, вы можете ее купить в зависимости от того, для какой диагонали вам она нужна. Что по Sony Bravia 8 второго поколения? Матрица QD OLED – это сочные цвета, высокая яркость. Здесь шикарный контраст и черный цвет. Что важно, телевизор как раз таки может достигать и очень классного черного цвета, и при этом он не будет съедать никакие детали. Здесь шикарная обработка изображений и отличная плавность. Для кого подойдет телевизор Sony Bravia 8 второго поколения? Если вы киноман, если вам важна не яркость, не насыщенность, а именно эталонная цветопередача, так как это задумал режиссер. И если вам нужен яркий HDR. Для тех, кому нужна открытая операционная система, хотя это не так важно, на любой телевизор вы сейчас купите смарт-приставку и у вас будет то же самое. Также, если вам нужен топовый HDR с идеальной
идеальным черным цветом, отличным управлением светом и очень киношной картинкой. Если вы можете себе позволить по цене Sony Bravia 8, тогда я вам очень его советую. Этот телевизор Sony Bravia 8 гораздо ярче, чем Bravia 8 первого поколения, который называется XR80. По балансу белого и настройки из коробки. Ребята из Sony, вы продаете дорогущий телевизор, конкретно вот этот, да? И вы не могли нормально сделать, чтобы все было хорошо? Почему LG B5, например, гораздо лучше у нас тут обладает цветами, а тут мы видим у нас то тон кожи немножко розовый пошел, то там синий вообще. В общем, это минус. Но это не такой страшный минус, потому что это все можно донастроить, и баланс белого можно вырулить в правильные стороны. Также я напомню, что Sony остается лучшим в апскейлинге в цифровой обработке, поэтому если вам нужно именно это, а не игрушки и яркая насыщенная картинка, то обратите внимание на Sony, опять же, если вас устраивает бюджет. Также у этого телевизора отличная детализация в тенях, реалистичная цветовая раскраска, гораздо лучше, чем у LG G5 и у Samsung S95F. Я понимаю, что те вещи, которые я сейчас рассказываю, многим людям, ну не многим, а найдутся такие люди, которые вообще не поймут и вообще скажут: алло, а что у вас тут происходит, о чем мы тут общаемся, какая раскраска, какие бандинги, что вообще, я смотрю, мама хохотала, я смотрю там через браузер Гарри Поттера в 1080. Какие у вас тут апскейлы, какие у вас тут бандинги, я ничего не пойму. И я советую людям, которые, может быть, впервые столкнутся с покупкой качественного классного телевизора, я советую вам тоже в этом разобраться, потому что реально можно получать очень большое наслаждение от просмотра фильмов. Многие люди, которые сейчас покупают реально хорошие премиальные телевизоры, они просто заново пересматривают все фильмы. Кто поддерживает мои слова, напишите в комментариях, потому что я знаю, таких людей очень много. Также есть у этого телевизора недостатки. Тут только два порта HDMI 2.1, а покрытие экрана антиблик, оно такое немножко отдает вишневым цветом. Это так же, как и на Sony A95L, о котором мы еще поговорим. Пиковая яркость у Bravia 8 второго поколения гораздо ниже, чем у S95F, гораздо ниже, чем у G5, но тем не менее для Sony эта цифра в этом году очень даже хорошая по яркости. Средняя яркость в режиме SDR, и тут нет, к сожалению, вариантов в большой диагонали. Тут всего лишь два варианта, либо 55, либо 65. А теперь мы с вами перейдем к преимуществам и недостаткам Sony A95L. Это потрясающий телевизор, тут классный контраст, HDR, здесь QD OLED панель, отличная плавность, апскейлинг, сглаживание тонов. У этого телевизора широкие углы обзора, и в комплекте есть Bravia Cam. Она, конечно, не совсем нужна, но она есть. И также недостатки Sony A95L это всего лишь, опять же, два порта HDMI 2.1, небольшой вишневый оттенок черного в ярких помещениях вы будете наблюдать. В SDR гамма ровная, но полностью белые сцены иногда пересвечены. Ну, извините, уже не мог этот быть телевизор прям идеалом. После настройки баланс белого в SDR и HDR почти идеальный. HDR яркость распределяется лучше и исчезают все пересветы в очень ярких сценах. Единственный минус, который я могу отнести к этому телевизору, это цена. Но давайте подведем итог про эти 4 телевизора. S95F – это очень классный QD OLED телевизор, он подходит для игр, он подходит для кино, он подходит в большинстве своих случаев именно для ярких комнат, потому что у него матовое покрытие дисплея. Но этот телевизор не лучший по точности изображения и не лучший по движению. Если мы поговорим про LG G5, то это самый яркий, и я бы назвал его самым универсальным телевизором, OLED, как хотите, так и называйте. Он по движению и по точности цветопередачи ближе к Sony. Как я вам рассказывал, LG это вот такая золотая середина в плане, если мы разберем OLED телевизоры. Samsung, он такой больше для игрушек и больше для людей, которые хотят получить яркую, насыщенную картинку, и там QD OLED, и это нормально. Но LG G5, он более такой универсальный, у него классное крепление, он не зря называется Gallery Edition. Если вы хотите разместить телевизор очень близко к стене, то этот вариант для вас. Также LG G5 больше подойдет для кино и для игр. Если Samsung я бы назвал больше подходящим телевизором именно для игр, то LG он больше для кино. Вот если расставлять приоритеты, то Samsung это игры, а LG это кино. Опять же,
лично мое мнение. Теперь Sony XR80 второго поколения. Это лучший киношный OLED-телевизор, если вам нужен размер 55 или 65 дюймов. На данный момент лучшего варианта я просто-напросто не вижу. В темных сценах он особенно раскрывает больше деталей, чем LG и Samsung вместе взятые. И четвертый телевизор Sony A95L – это премиальный OLED-телевизор от компании Sony для тех, кто хочет просто максимум от этой жизни брать. И если вас устраивает 77 дюймов и вы не хотите ждать, тогда этот вариант для вас. Если вы хотите купить только Sony, только OLED, и вы хотите 77 или 83 дюйма, я бы вам рекомендовал подождать и дождаться чего-нибудь новенького. Опять же, это может быть ошибкой с моей стороны. Может быть, я надеюсь, они покажут хороший, еще лучше OLED, чем есть сейчас. А может быть и нет, никто не знает. Ну и мы будем уже с вами завершать это видео. Я вам поставлю тут слайды, на которых я распишу, какие телевизоры стоит рассмотреть, какие телевизоры я добавил в это видео. И также будет слайд, на котором я напишу модели, которые не попали в это видео и почему я их сюда не добавил. Потому что найдутся комментаторы, которые скажут, что у меня тут LG QNET 80 и это просто бомба. Окей, пускай по-вашему будет так, я не спорю, кому-то даже и этот телевизор покажется классным. Я даже поверю, что кому-то понравится телевизор Xiaomi. Также я здесь в этом видео покажу вам таблички про LG, Samsung и Sony. Напомню, что если вы хотите скачать эти таблички в классном качестве, они есть у меня в телеграм-канале. И я советую вам ознакомиться с видео, как выбрать телевизоры. Как бы я, сколько бы раз я не повторял, но там собраны очень популярные вопросы, на которые я там ответил. Про маркировки, про сборки, про бельгийские Sony, про все что угодно, там есть ответы. Как выбрать телевизор, на какое расстояние, какую диагональ, какая подсветка, какие HDR форматы, какие аудиоформаты и так далее. Поэтому всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Напоминаю, если вы хотите увидеть обзор на китайский какой-то бренд, я его сделаю. Мне не сложно. Я просто хочу увидеть от вас какой-то фидбэк. Напишите в комментариях, какой телевизор у вас. Напишите, какой телевизор из этого видео вам понравился. Может быть, вы уже купили какой-то из этих телевизоров. И также я прошу тех людей, которые хотят увидеть видео про китайские бренды, написать, на какие же бренды сделать видео. И тот комментарий, который наберет больше всего лайков, про этот бренд мы видео и сделаем. Поэтому еще раз всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Можете подписаться на канал, я буду очень благодарен. Если видео не понравилось, можете лайк не ставить. Ну ничего. И встретимся с вами в комментариях, либо в Телеграме. Я выхожу там довольно часто в эфир, поэтому, чтобы не терялись, можете подписаться и там, и там. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.